Технологии укладки тротуарной плитки на отмостку из бетона. Этапы работ. Тема статьи: укладка тротуарной плитки на отмостку из бетона. Поднятая тема сегодня очень актуальна, ведь основное функциональное назначение отмостки не даст атмосферным осадкам проникнуть в фундамент. На сегодня бетонная конструкция не отвечает современным веяниям дизайнерского оформления загородного участка, поэтому владельцы частных домов стараются облицевать отмостку различными материалами, где тротуарная плитка один из популярных вариантов. Итак, в статье расскажем о технологии мощения бетонной отмостки тротуарной плиткой. Отмостки дома. Надо отметить, что отмостки дома – это конструкция, которая должна быть монолитной, то есть не должна через себя пропускать влагу. Поэтому просто плитку отдельно без бетонного основания не укладывают. Причина – зазоры между элементами облицовки, через которые вода легко проникнет в грунт до фундамента. Конечно, по стоимости бетонные отмостки дешевле, чем покрытие тротуарной плиткой, но красота требует жертв, в данном случае денежных расходов. Хотя надо отметить, что такая плитная конструкция обладает рядом преимуществ. Высокая декоративность поверхности, увеличивается срок эксплуатации, повышенная ремонтопригодность материала за счет демонтажа штучного покрытия, а не всей плоскости. Простота укладки плитки, широкий выбор по размерам, форме и цветовому оформлению. Технология сооружения отмостки из тротуарной плитки. В первую очередь необходимо залить бетонное основание. По сути, это бетонная отмостка. Ее закладка основана на стандартной технологии заливки бетонного раствора. По периметру дома выкапывается траншея шириной 90-100 см. Глубина зависит от толщины слоев используемых материалов для создания глиняного замка и песчано-щебеночной подушки. Если планируется провести укладку тротуарной плитки с утеплением, то необходимо учесть толщину теплоизоляционного слоя. Итак, траншея выкопана, ее дно выравнивают и уплотняют. Заполняют глиной толщиной 15-20 см. Ее обязательно утрамбовывают, добавляя немного воды. Именно на этом этапе надо уже задуматься над сооружением уклона, который не превышает 5 градусов. Поверх глиняного замка укладывают гидроизоляционную пленку, полосы которой раскладывают внахлёст относительно друг друга. Размер смещения 10-15 см. Засыпают слоями песок, каждый из которых трамбуют и выравнивают. Толщина песчаной подушки 20 см. Если на участке грунты имеют повышенное водонасыщение или пучистость, то слой должен быть в пределах 30-50 см. Засыпают щебенку слоем 20 см. Поверх укладывают армирующий каркас или из стальной арматуры диаметром 8-10 мм или из металлической сетки. Заливают бетонный раствор, это основание под тротуарную плитку. Казалось бы, что может быть проще, но необходимо отметить, что укладка тротуарной плитки на бетонную отмостку – процесс на самом деле непростой. Здесь требуется учесть большое количество нюансов, чтобы обеспечить высокое качество конечного результата. Давайте рассмотрим процесс формирования плитного покрытия с учетом всех нюансов. Нюансы сооружения отмостки из тротуарной плитки. В первую очередь необходимо подогнать ширину отмостки так, чтобы в нем поместился бордюр, как пограничный элемент, и требуемое количество плитки, которую не надо будет подрезать. К примеру, если ширина плитки составляет 30 см, а зазор между ними в пределах 1 см, то при укладке двух плиток придется выдержать расстояние от стены до края траншеи в пределах 63-64 см. Это без учета толщины бордюра. То есть, приплюсовав к данному параметру толщину бордюрного камня, получаем ширину траншеи под отмостку. Обратите внимание, что если стена или плоскость цоколя неровная, то между укладываемой тротуарной плиткой и этой поверхностью надо оставить небольшое расстояние в пределах 1-2 см. Оно заполнится впоследствии кладочным раствором. Что касается монтажа бордюра, его обычно укладывают на песчаную подушку, а затем траншею засыпают щебнем.
но при этом необходимо учитывать размерные параметры ограничителя. Здесь имеется в виду его высоту, то есть в первую очередь определяют, на какую высоту бордюр будет торчать над поверхностью грунта, а уже всю его остальную часть опускают в траншею. Момент на самом деле очень важный. От него будет зависеть толщина подготовки бетонного и песчаного слоя. Чтобы выкопать саму траншею, необходимо провести ее разметку, то есть на грунт наносят выше обозначенные параметры. В углах отмостки устанавливают колышки, которые обвязывают бечевкой. И только после этого снимается грунт глубиной, определенной предварительно сделанными расчетами, как показано выше. Следующий этап после создания песчаной подушки – установка бордюров. Важный момент – все элементы приграничного сооружения выставляются строго по горизонтали. Необходимо отметить, что бордюрный камень устанавливают на бетонный раствор. Оптимально, если камень утонет в растворе на глубину до 10 см. Перед заливкой бетонного раствора необходимо установить разделительные элементы. Для этого используют доски толщиной 20-40 мм. Их длина равна ширине отмостки от стены до бордюра. Шаг установки 3-6 метров. Если длина стены небольшая, то разделение можно провести только в углу конструкции, соединяя угол постройки с углом, сформированными двумя установленными бордюрными камнями. Разделение заливаемого бетона – это компенсированные зазоры на случай теплового расширения материала. Далее укладывают армирующий каркас и заливают бетонный раствор. Здесь важно четко выдерживать глубину заливки бетона, то есть до верхнего края бордюров должно оставаться расстояние для укладки тротуарной плитки и сухой смеси, толщина которой варьируется в пределах 3-4 см. И еще один момент, касающийся заливки бетона. Именно с его помощью окончательно формируется угол наклона отмостки из брусчатки или тротуарной плитки. Самый простой способ – отложить по стене вверх 2-3 см на уровне верхнего торца бордюрного камня. Это и будет верхняя часть отмостки. Нижняя – верхний край бордюра. Залитый бетон должен простоять минимум 48 часов. Только после этого можно переходить к укладке тротуарной плитки вокруг дома. Монтаж тротуарной плитки. Укладку плитки производят на сухую смесь. Это 3-4 ведра песка и 1 ведро цемента. Смесь засыпают на бетонное основание толщиной 5-6 см. Далее укладывают плитку, которую утапливают в цементно-песчаную смесь ударами киянки. При этом смесь утрамбуется, а плитка осядет на глубину 2-3 см, то есть станет вровень с бордюром. Важно, чтобы все элементы укладываемого отделочного материала располагались в одной плоскости. Мастера используют правило или ровную доску. Не забываем, что тротуарная плитка должна быть уложена в наклонной плоскости. Как только плитка будет уложена, ее необходимо полить. Делать это из шланга под напором нельзя. Оптимально используют лейку или леечную насадку на шланг, потому что большой напор воды вымывает цементно-песчаную смесь, а это большая вероятность образования под плитным материалом пустот, которые снизят качество конечного результата. Идеально, если поверхность полить несколько раз. Это увеличит прочность скрепления плитки с сухой смесью. Далее цементно-песчаную смесь рассыпают на поверхности плитной облицовки и выметают щеткой. Делается это по одной причине – заполнить зазоры между плитками скрепляющим раствором. И опять вся отмостка поливается из лейки водой. Если крыша дома снабжена водосточной системой, то под каждый вертикальный трубный водоотвод необходимо установить бетонный отлив. Это готовая канавка, которую устанавливают в процессе монтажа тротуарной плитки. Способ установки такой же, на сухую смесь под наклоном. Монтаж плитки на готовую отмостку. Вариант, когда стоит задача укладки тротуарной плитки на готовую бетонную отмостку, которая эксплуатировалась уже много лет, идентична по технологии, но есть и свои специфические нюансы. Во-первых, такая отмостка – готовая конструкция без бордюров.
Во-вторых, после длительной эксплуатации она требует ремонта. Что касается ремонтного процесса, то все зависит от качества состояния бетонной конструкции. Если это потертости, небольшие трещины или выемки, то проблема решается стандартным ремонтным раствором на основе цемента и песка в соотношении 1 к 3. Изъяны просто заполняются раствором. При значительных дефектах от отмостки лучше избавиться, соорудив ее заново. Итак, бетонная конструкция отремонтирована. Теперь надо приобрести и установить по краям бордюры. Под них выкапывают траншею на ширину строительного элемента. Глубина установки определяется так, чтобы над бетонной отмосткой верхний край бордюрного камня торчал на высоту толщины тротуарной плитки и сухой смеси. При этом обязательно учитывается засыпаемая под бордюр подушка из песка и щебня толщиной 20-30 см и слой бетонного скрепляющего раствора. Сам процесс укладки тротуарной плитки от вышеописанной ничем не отличается. То есть монтаж проводят под углом на сухую смесь при помощи киянки или резинового молотка. Заключение по теме. Хотелось бы в конце отметить тот факт, что не все мастера используют гидролизационную пленку с конструкцией отмосток, но надо отдать должное этому недорогому материалу, создающему еще один водонепроницаемый барьер атмосферным осадкам в виде воды, которая проникает даже через самые мельчайшие трещины или поры. Иногда даже бетонное монолитное основание не спасает фундамент от пагубного воздействия влаги. Поэтому укладка тротуарной плитки на гидроизоляцию – наилучший вариант.